Первый раз приехала в 63-м году в Калмыкию. Ага. Сестра с мужем приехали к нам в отпуск. Они-то приехали сюда в 56-м году в Калмыкию. Ну, приехала, съездила в степь, где зять работал на точке. В степь посмотреть и в тюльпаны посмотреть, где это красивые цветы. Ага. Мне понравилось. И я подумала, я останусь тут. Мне очень хорошо понравилось. Стала работать начальника военно-учетного стола. И с Болдыревичем там познакомилась. Ну, у нас было так, все как по-честному хорошо было. Все, на танцы ходили. Потом домой провожать. Ну, стали разговаривать. Молодые же. Ага. Потом он говорит, вы завтра пойдете на танцы или в кино? Я говорю, мы обычно ходим. В свободное время вечером же после работы идем. И так все, и так познакомились. Вот так нашелся черный тюльпан мой. Так нашла. Как будто в Сибири не было ребят. Ой. В Сибири даже сватать приходили. А раньше же сватать приходили напротив матки, садились люди. Ага. И я говорю, пришли. Это значит, наверное, говорю, сватать. Никуда я замуж не хочу. И убежала. И все. И вот так к черному тюльпану приехала. Я там вышла замуж здесь. А они в Сибири поженились с Бадмой. Мне 22 года было, а он на 3 года меня постарше был. Все, ну как молодежь влюбляется. Ну мы, конечно, не как сейчас это вот. Тогда мы стеснялись все равно. Не старались, чтобы взрослые видели нас, что мы с кем дружим. Стеснялись. Старались как-то одни вечером на танцах, в кино. Ну, такого не было, что прямо сидеть и обниматься, и целоваться. Такого не было. Мы стеснялись. Стеснялись взрослых. Его мама сначала тоже ругала. Русскую берешь. Ну, а что, раз познакомились, уважали друг друга, все, ругалась, не ругалась. А потом пришла сама Я же говорю, его закрывали, мужчине. чтобы на свидание А папа не ходил. не ругался. Моя Ладно. мама тоже говорила, ты слышишь, мать ругается, ты что делаешь? Ну, я что, отмолчусь и все. А в 58 году сюда приехали, в конце октября. Я как первый раз в голову с дороги помню, я плакала. Соленая Не вода. могла расчесать вообще. Ну все, так приехали. Вот, Вова старший. Когда мы оттуда уезжали, у нас в колхозе был этим председателем Сергей Васильевич Мошкин. Он говорил, куда вы едете? Степь, жить негде будет. Ну, все равно. Старая-то манит родина. Раз родители поехали, конечно, все. А теперь мне говорят, вот, например, туда приедем. Приезжать? Нет. Все, родина моя здесь. А у нас Эджа тоже была. Она по-русски плохо говорила, можно сказать, не говорила. Все по-калмыцки. Но все равно, где чего говорит, или пальцем покажет, или подойдет, старались научиться. А дети быстро научились, меньше. А я думала все равно, как-то желание, думаю, научусь все равно. Мендут, до свидания, сян вятн, сян зюдн, спокойной ночи, сян йоу. Все благополучно, счастливой дорожки. Счастливой дорожки. Учква. Ой. Соква. Бить, в общем. Бить соква. Ямарандонта, да? Ну, папа другой раз вот так что не знает. О, кырка, ямарандонта. Ага. Доярка работала. Вова у них. Рано утром уходим. 5 часов надо зимой. Темно ведь все. Корову доили. Потом прихожу, баба уже, она же не знает, понравится, не понравится мне. Чай сварит калмыцкий, вот это бокал, не бокал, а такой чайничек нальет и положит конфеточек, чтоб я отдельно стойки все покушала. Она тоже
остерегалась, наверное. Скажет, что на русской, что она кушает. Скажет, понравится или не понравится. Да. А потом тоже все. А у нас баба жила хорошо, мы привыкли. Придем на готовый, баба сварит. Ага, раньше часто же варили. Махан был по-калмыцки. Тесто с мясом. Хальмыгар келме. Гуир. Гуир, правильно, ага. Гуир с маханом. Это сейчас уже хоть что уже всякие блюда, молодежь. Салаты, малаты, картошка, мартошка, фрукты, овощи. Вот наши бабушки живые были, мы с ними собирались. И хоть мы русские песни пели, они тоже с нами. Ихня баба, Бориса тетка это, Да, и наша да, баба. И вот Гиляджа, но она сватья мне будет. И вот мы с бабушками и песни пели. И они русские песни пели. Как-то радостно было. Весело проводили. Как умерли эти наши, Ноябрьская прямо скучно. Как что-то не хватает. А сейчас тем более вот прямо как-то какой-то вот сейчас это... недружные люди стали. Но все равно, вот хоть они и веселились, и все равно грусть у них в душе была. Ну, грустно было, конечно, потому что и холод, голод, и замерзали, сколько не выдержало в вагонах, в телячьих вагонах везли, сколько родных потеряли, сколько детей потеряли, померзли дети, конечно. А потом, когда разрешили, хоть они уже привыкли там у нас, а все равно, видимо, как сказать, Родина тянет радостно, что все, и их не стали таких говорить, что они враги, предатели. Таких слов уже не было, все. И в то же время радостно было, что они чему-то научились, и самое главное, что дружно, что люди дружно приняли. Взаимопонимание было у людей, что последним делились. Я всю жизнь там. Всю жизнь на точке. В 17 году приехала сюда домой. 40 с лишним лет. Вся жизнь Да. посвятилась там. Ветеран труда. А сейчас труднее. Особенно вот в этом году засуха, так действительно пойдешь, как вот выжить старается. То, что сено покупает для зимы, приходится кормить сейчас скот. Вот. Ну, потом А еще вот какая зима, у не нас дай за бог. синим бугром несколько отар собиралось. Чабаны Все дружно были. общаются друг с другом. А теперь эту территорию поделили, все делят. Туда не подходи, туда не подходи. Мне не нравится. А электропастухов наделали это. Ага. Столбики наставили. Это не нравится. Старики действительно, старые поколения, встали бы и посмотрели, какая недружность, несплоченность. Ну что это такое? И кто это додумался землю продавать, делить землю, продавать? Да за что же тогда вот у ихнего вот поколения, например, хоть наши мужья, у наших мужей родители, за что же тогда вот такие трудности испытали? Чтоб только все жили дети, внуки, все свободно. В 98-м муж умер, Борис. Инсульт был. 2 года ухаживала за ним. Он научился уже ходить, все, кушать сам. Но все равно болезнь забрала. Плачь, не плачь, дети взрослеют, старше. Заботы добавляется. А я уйду в сарай, где там чего хожу, детям не хочу показывать слезы. А я в кошару ходила. Думаю, его спит, пойду. А кот идет, все, иду. Муж мой умер в 90-м году. Вообще не знала даже, как человека потеряешь вообще. Иду в кошару одна, а так другой бы, наверное, не пошел. Чабановали же вместе. Все. И то не бросала я. Иду скучно, не скучно. Плачу. Все равно делать надо. Что-то не хватало. Все одна так с детьми. И все, вот, в 17-м году
с точки приехала. Потом уже дома жила. Сплю, соскочу, коров проспала. Привычка была такая. Как ошпаренная соскакивать. Сейчас привыкла уже. А то прям вообще. Что-то не хватает прям. Сначала мы кухню построили. Жили в кухне. А потом давай дом. Еще какая радость, что-то. 29 правнуков. Ой, нет, Зоя. Больше? 4 детей, внуков. Внуков 18. Это внуков 18, Да. а правнуков 29 считали мы. Я не считала. Да. Да. А у меня 3 детей, 7 внуков, 8 правнуков. Я сейчас уже, Да. молочный чай не попью, нет, все, чай хочу пить, калмыцкий. Все, Мы как в Сибирь едем, варим там чай. Тоже? Зять и Кырган пьет, зять наш Орс. И сестренка тем более бывала здесь и приезжала и пьет. А потом вот. Угу. Ага. Племянник Алеша, он же бывал здесь. Да. Племянник. Бабулечки, сварите давайте, тетушки, сварите белый чай. Сварите калмыцкий чай свой. Повкуснее делайте. Мускатный орех накрошите. Вот этот раз поехали. Ой, Уже нет, домой хочется. домой хочу. Вова колбасу делает домашнюю. Потом вот это цаган-махан. Да. Вова по-калмыцки очень хорошо готовит. И Кён, Ненин, сынок. Я скучаю по точке. Ух, мне нравится запах полыни. А у меня во дворе полынка растет. Я не вырываю. Надя, цавчира. Сахар чай. Ой, калина, ой, малина, в речке тихая вода. Ты скажи, скажи, калина, как попала ты сюда? Ты скажи, скажи, калина, как попала ты сюда? Как-то раннею весною бравый парень прискакал, долго мною любовался, а потом с собой забрал. Долго мною любовался, а потом с собой забрал. Ой, калина, ой, малина, в речке тихая вода. Ты цвети, цвети, калина, ты цвети на радость всем. Ты цвети, цвети, калина, ты цвети на радость всем.